Хочу вам рассказать о более сложных юбках на примере вот такой юбки. Как ее сделать, из скольких слоев она состоит и из каких слоев состоит. Начну объяснение с самого нижнего слоя. Самый нижний слой сделан из тафты, и на него нашиты оборки из жесткого фатина, то есть по принципу подъюбника. То есть вот эта часть вся пришивается к корсету, как бы в качестве подкладки, на которой уже нашиты вот эти вот оборки. То есть отдельно никакой подъюбник здесь не надевается. Все сшито вместе. Итак, это нижний слой. Поверх него выкраивается юбка полусолнце со сборками по линии талии. По линии низа корсета, прошу прощения. То есть вот такое полусолнце. Сборки по талии. Например, вот это есть юбка, которую я только что нарисовала, так, чтобы было понятней. От линии середины переда, вот у нас боковой шов, чуть дальше бокового шва заходят слои из фатина. Они находятся только спереди. И они все тоже присборенные. 4 слоя полусолнца со сборками. Я объясню, как их выкроить. Затем еще выкраивается полусолнце, тоже со сборками, и нашиваются оборки. Сейчас быстренько нарисую. Я сейчас делаю набросок, вид сбоку. Вот так выглядит самый верхний слой, на который нашиты оборки. Сейчас. Вот так, как я рисую, вот так прокладываются линии, по которым эти оборки пришиваются. Оборка состоит из 2 слоев фатина. В верхний слой притачена зигзаг швом леска. Работа очень большая. Расход материала при 3-метровой ширине фатина ушло 36 метров. На каждое полусолнце из тафты уходит 3 метра. 3 метра при полуторной ширине. И самый коротенький 10 сантиметров. Вот такая юбка получается схематически. Так, если сделать набросок, вид спереди выглядит вот так. И вот эти оборки. Просто одна из сложнейших юбок, и многим она нравится, во всяком случае тем, кому нравятся именно пышные юбки. Для того, чтобы достичь вот этой пышности, это делается именно оборками. То есть выкраивается, что такое оборка? Это прямоугольный кусок ткани, который присборивается на машинке. Как присобирать, я показываю в своем видео. Самый первый урок о подъюбниках в интернете, в ютубе он есть. То есть мы присбариваем все на машинке. Так, то есть отсюда у нас выглядывает, другим цветом возьму. Фатин, вот этот вот полусолнце. 4 полусолнца, и вниз каждого из 4 слоев тоже втачена зигзаг швом, пришита леска.
Вот этот вот слой из тафты, который находится под фатином, под 4 слоями фатина, вот этого зеленого, как я сейчас его изображаю здесь, там тоже втачена леска. В самый нижний слой, который используется как подъюбник, леску я не втачивала. В этом не было необходимости. Плюс одевается, конечно, кринолин. Кринолин на 7 колец. Для 4 полусолнц, вот этих вот, при ширине фатина, как я уже сказала, 3 метра, уходит 6 метров на 4 полусолнца. То есть из 36 30 метров были изрезаны на вот эти оборки. Ширина оборок, исходя из роста невесты, я высчитывала, выходила 30 сантиметров ширина оборки. Вот я выкроила одну сейчас в качестве примера. То есть у нас фатин продается, например, 3-метровой шириной. Сейчас я покажу. Вот, 3-метровая ширина. Она сложена в 4 слоя. Вот 2 слоя с одним сгибом, и вот еще 2 слоя. Вот так, по 30 сантиметров все кроим. Можно, конечно, попытаться сделать сразу, ускориться, чтобы сразу 8 слоев кроить. Можно попробовать и так. Но у меня был очень такой скользкий, ускользающий фатин, и как бы ты его не складывала, где-то какой-то залом, и получается как уголочек потом. Так вот заложился фатин, режу ножницами, раз, и получается уголочек. Поэтому приходилось, чтобы все слои были максимально ровно выкроены, приходилось выкраивать каждую оборку по очереди. То есть если 30 сантиметров и вот 30 метров надо изрезать, так это получается 100 полосок длиной 3 метра. Все полоски соединялись между собой вот по длине. Один срез с другим срезом состыковывается, прокладывается шов. И так вот все полоски, все 100 полосок между собой. Затем находите один край вот этой вот огромной длиннющей полосы, соединяете со вторым. Кладете под лапку машины и присбариваете. И получается у вас двухслойная такая оборка. Затем, когда вы уже начинаете их нашивать на свою тафту, вот именно на вот этот вот слой, то есть вы расчертили линии, по которым вы будете пришивать, и притачиваете до конца. Когда уже притачали все, да, притачивая, оставляете буквально с краю пару сантиметров. Как раз каждый раз вы будете обрезать, у вас каждый раз шовчик будет немножечко распарываться. Это вам очень хорошо и удобно, потому что потом вам надо будет обрабатывать нижний край леской. Причем обрабатывать не от вот этого. Одним словом, вам надо будет обрабатывать не вот так и так, а вам надо будет еще закруглить этот край, если вам придется работать с такой вот юбкой. Закруглить ножницами. Сейчас я покажу. В результате у вас будет в готовом виде один слой как прямоугольник, а второй зигзаг швом. И оно все присборенное, смотрится очень-очень красиво, смотрится роскошно. Эту модель взяли, невеста вот эта, которая заказывала, взяла на израильском сайте liana.co.il. Вот, мы тогда взяли оттуда, но там был шлейф длинный, мы прибавили к длине, к ее длине по спинке 15 сантиметров, для того, чтобы красивый такой, как бы удлиненный получился, продлить ее силуэт. Теперь хочу показать еще схематические линии притачивания.
Например, вот это наша юбка полусолнце. Нижний ряд мы пристрачиваем, пришиваем на расстоянии 30 сантиметров от линии низа. То есть от линии низа вверх мы откладываем по 30 сантиметров. Прочерчиваем линию. Дальше 15 сантиметров. Дальше 15 сантиметров. И так каждый слой. И получается, когда мы все слои у нас по 30 сантиметров, один слой пришили, второй 30-сантиметровый, вот он так падает. То есть первый вот так пойдет, второй вот так, то есть внахлёст. Сейчас еще покажу самое главное. У нас-то не совсем такое полусолнце. У нас нож еще и фигурная. То есть это у нас линия середины спинки фактически получается. Вот здесь вот этот шов. А линия середины переда, у нас же получается вот такая вот история. Здесь еще вырез. Нам его тоже нужно сделать, прежде чем размечать. В общем, работа очень сложная. Но, тем не менее, я все равно ее рассказываю вам, потому что вы тоже можете запросто с ней столкнуться. Вот такая деталь у вас получится. Из тафты, ну, если вы возьмете тафту, допустим, то будет выглядеть вот так. И вот ее вы уже размечаете. Все слои. Теперь еще хочу сказать о верхнем слое. Самый верхняя вот эта вот оборка состоит из двух слоев шириной 30 сантиметров и еще двух слоев шириной 15 сантиметров. То есть четырехслойная. Вот эта вот, она должна быть верхняя 15 сантиметров. Они же все равно удалены друг от друга. Вот у меня там был вот такой расчет. 30 и 15. У вас может быть, например, 28 и 14, 26 и 13, в зависимости от роста. То есть вот это вам надо тоже будет очень внимательно просчитывать каждый слой. В завершение об этом платье хочу сказать еще несколько слов и о непосредственно вот этой вот невесте, так как я обещала делиться.